Добрый день, друзья! Сегодня на обзоре американский эсминец 8 уровня Бенсон. Эсминцы типа Бенсон строились огромной серией и стали настоящими рабочими лошадками, пройдя Вторую мировую войну от звонка до звонка. Американские эсминцы по-прежнему актуальны, хотя эта ветка была одной из первых в игре. Начнем обзор со статистики по всем эсминцам 8 уровня за последние 28 дней. И здесь эсминец занимает средние позиции по проценту побед, опыту, урону и количеству потопленных кораблей. Но вместе с тем Бенсон находится на втором месте по количеству проведенных боев, что указывает на его актуальность и невероятную популярность. Сегодня разберем характеристики эсминца, определим его сильные и слабые стороны и, конечно, рассмотрим перки командира, обсудим модернизации и сигналы, с которыми я играл. Эсминец имеет невысокое количество очков боеспособности на уровне 15400, а также типичное бронирование без каких-либо особенностей для класса. Бенсон имеет хорошую маскировку на уровне, заметно уступая японцам и совсем немного британцам. Прокачав перки капитану и установив модернизацию, получим 5,8 км заметность кораблей и 2,3 самолетов. И такая маскировка часто позволит играть от засвета. Базовая скорость хода 38 узлов, хорошая. А радиус циркуляции 570 метров и время перекладки рулей 2,7 секунды дают лучшую на уровне маневренность. Перейдем к орудиям. В предвоенные годы американцы проявили редкую дальновидность, предугадав, что главным противником надводных кораблей станет авиация. Поэтому уже в 30-е годы прошлого века была разработана прекрасная универсальная 127 мм пушка, которая способна вести огонь как по надводным, так и по воздушным целям. Бенсон имеет 5 таких универсальных орудий в 5 башнях со средней на уровне дальностью ведения огня 11,6 км. Снаряды имеют невысокую скорость полета 792 метра в секунду и навесную баллистику стрельбы. И такая баллистика имеет как отрицательную сторону, снижая точность стрельбы на расстоянии, так и положительную, иногда позволяя вести огонь из-за островов, находясь при этом в относительной безопасности. Кроме того, эсминец имеет высокую скорость перезарядки орудий 3,3 секунды в шустрых башнях. 5 орудий главного калибра с уроном фугасных снарядов 1800 единиц дают высокий на уровне ДПМ на фугасах, а ДПМ на бронебойных с уроном 2100 единиц средний на уровне. И именно высокий ДПМ часто обеспечит победу в схватках с вражескими эсминцами в ближнем бою. И, конечно, основным типом снарядов будут именно фугасы с бронепробитием 21 мм и невысоким шансом пожара 5%. Установка 2 пятитрубных торпедных аппаратов вместо 3 четырехтрубных позволила снизить вес эсминца и одновременно увеличила бортовой залп с 8 торпед до 10. Характеристики топовых торпед следующие. Средний на уровне шанс затопления 279%. Максимальный урон каждой торпеды 16633 единицы. И с учетом количества торпед, потенциал урона один из самых высоких на уровне. Вполне неплохая на уровне дальность хода торпед 9,2 км, которая с учетом хорошей маскировки дает большое окно инвизного пуска торпед. А вот скорость торпед худшая на уровне, всего 55 узлов. Заметность торпед приятная 1100 метров. И вся эта мощь, конечно, потребует долгого времени перезарядки 122 секунды.
Таким образом, Бенсон на 8 уровне получил годные торпеды с неплохой дальностью хода и чудовищным потенциалом урона. Глубинные бомбы – одни из лучших на уровне. Максимальный урон бомб 5100 единиц, их сбросу готовы 2 заряда, а количество бомб в заряде 10 штук. И с этим уже вполне можно топить вражеские подводные лодки. ПВО эсминца представлено 2 аурами. Ближняя аура с радиусом действия 2 км и уроном 60 единиц. И дальняя аура 5,8 км с уроном 84 единицы. А еще есть возможность в снаряжении взять заградку. И такое ПВО не только способно сбить истребитель, но и покусать ударное звенья. Для игры на эсминце без особой боли командир должен изучить следующие перки. Первый перк – профилактика. Второй перк – из последних сил. Позволит частично сохранить скорость и маневренность при критах двигателя и рулевых машин. Третий перк – мастер борьбы за живучесть. Увеличит боеспособность, что крайне важно для эсминца. Четвертый перк – мастер маскировки. Снизит заметность и повысит общую эффективность эсминца. Но если хочется влиять на бой, дальше к изучению рекомендую следующие перки. Пятый перк – отчаянный. При потере боеспособности снизит время перезарядки главного калибра, торпед и повысит постоянный урон ПВО. Шестой перк – суперинтендант. Добавит по одному расходнику. Седьмой перк – специалист главного калибра и ПВО. Увеличит скорострельность главного калибра и постоянный урон ПВО. Восьмой перк – взрывотехник. Увеличит вероятность поджога и радиус взрыва глубинных бомб. На Бенсон я установил следующие модернизации. Первый слот – основное вооружение. Усилить живучесть главного калибра и торпедных аппаратов. Второй слот – защита машинного отделения. Повысить живучесть двигателя и рулевых машин, что важно для эсминца. Третий слот – торпедные аппараты. Повысит скорость медленных торпед и позволит с большей эффективностью реализовать торпедный потенциал эсминца. Четвертый слот – энергетическая установка. Позволит эсминцу быстрее набирать скорость, мансить в перестрелках и выходить из-под огня противника. Пятый слот – система маскировки. Снизит заметность, что крайне важно для эсминца. Доступное снаряжение Бенсон. Стандартная аварийная команда. Время работы 5 секунд и перезарядки 40 секунд. Дымогенератор. Время постановки дымов 30 секунд. Рассеивание 124 секунды и перезарядки 160 секунд. Эти дымы довольно длинные и позволят сформировать большую безопасную зону для захвата точек или ведения огня по врагу. Но нужно убедиться, что в дымы не придут торпеды и будет засвет для ведения огня. В третьем слоте есть 2 расходника на выбор. Заградительный огонь ПВО или форсаж. Но более эффективным в этом слоте мне видится форсаж. Форсаж стандартный увеличит максимальную скорость эсминца на 8% на 120 секунд. А время перезарядки тоже 120 секунд. Сигналы, которые я использую, перед вами сейчас на экране. И как итог, Бенсон из недостатков имеет, пожалуй, только невысокое количество очков боеспособности. Неплохая скорость и лучшая маневренность позволят уверенно маневрировать в перестрелках и уклоняться от торпед. А скорострельные орудия главного калибра с простыми в реализации фугасами просто манят вступить в ближний бой с эсминцами противника. Навесная баллистика часто позволит безнаказанно наносить урон из-за островов, а торпедное вооружение
с учетом хорошей маскировки эсминца и чудовищного потенциала урона, стало гораздо опаснее. Единственное, что может помешать их успешной реализации, так это засилие РЛС и ГАП на высоких уровнях, а также невысокая скорость самих торпед. И, конечно, стоит упомянуть наличие замечательных американских дымов, которые существенно повышают потенциал выживания эсминца. Всем мира и добра, и до новых встреч на нашем канале.